вопрос номер один, который мне задают все те абитуриенты и их родители, которые хотят учиться в США. Это вот сколько мне, соответственно, времени понадобится, чтобы подготовиться к экзамену SAT. Вот когда они видят такую книжку, которая огромная, вот, ну, любая из книжек для подготовки к SAT, это больше 1000 страниц, и поэтому они начинают стрессовать, что это такое, как же я смогу это все прочитать, времени практически нету. И вот, собственно, вопрос. Вот, допустим, у вас есть 2-3 месяца, сможете ли вы это сделать? И мой ответ, это зависит от того, на каком вы уровне, то есть что вы уже умеете сейчас. То есть общего вопроса здесь нету, все зависит от вашего состояния. Если ваш английский уже сейчас на уровне находится B2+, ну то есть upper intermediate, там где-то уже наверху, либо приближается к C1, или у вас вообще очень хороший там преподаватель в школе или в институте, и он преподает вам хороший английский, у вас хорошая языковая практика, у вас уверенное знание английского языка, и у вас уверенная логика, то есть вы можете находить какие-то логические связи, находить слова и синонимы в тексте, то почему бы и нет? То, в принципе, вам 2-3 месяца понадобится на то, чтобы именно натаскать на конкретные части экзамена, которые у вас не очень хорошо получаются, либо пробуксовывают. То есть, исходя из ваших сильных и слабых сторон, мы можем, сделать несколько тестов, то есть каждую, может быть, неделю студент будет делать тест и смотреть, какие у него есть результаты, какие он сделал ошибки, на какие виды текстов, на какие виды заданий, и тогда уже мы вместе со студентом, с его родителями анализируем результаты и смотрим, как оно улучшается, то есть в каких заданиях оно ухудшается и так далее. Если вы еще не достигли этого уровня, то есть просто английский на хорошем уровне, затем быстрый reading skills, то есть навыки чтения, не просто чтения, а вот чтение быстрого, то есть нахождение какой-то конкретной информации, общей информации, навыки summary, то есть краткого изложения текста, навыки нахождения ключевых слов, нахождение синонимов в тексте, затем исключение, то есть что дано, что не дано. Вот все такие логические навыки, если у вас есть, то, в принципе, вам хватит 2-3 месяца, чтобы серьезно поднять свой SAT score и таким образом получить лучшие баллы при зачислении в университет. Если нет, то, соответственно, тогда вам не поможет. Какой у меня рекорд? Вот самый такой студент один 2 недели занимался почти каждый день. Конечно, ему это стоило дорого, потому что мои занятия не самые дешевые, наверное. И он поступил в институт, но у него был заниженный SAT score, потому что он был теннисистом, и поэтому он получил преференции в поступлении. Вот это, пожалуй, самый успешный кейс. Были и другие, но у них это занимало больше времени, потому что, все-таки тренировки, плюс еще, умение фокусироваться, и такой и школьный график, плюс всякие там, сборы и так далее. То есть, не каждый может выделить, то есть осознанно найти это время и выделить на подготовку к SAT. Вот этот парень смог. И, многие ребята, которые смогли выделить 2-3 месяца на подготовку, они тоже успешно сдали там на такие баллы, как medium plus, то есть средний балл и то есть до 1450. Вот. А топовые баллы SAT это 1400-1600, и их требуют топовые вузы, но как такового требования даже и нету, и просто это ожидается, то есть это устно, то есть письменно никто вам не говорит, что 1400 это минимум, просто это принято. Окей. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Спасибо, что смотрите, и не забудьте подписаться. И если у вас какие-то возникли вопросы, я всегда стараюсь ответить и в комментариях на YouTube, и на сайте, и можете найти мои контакты. Спасибо.